Друзья, рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. Сегодня у нас 17 мая, воскресенье. И наше сегодняшнее видео начинается с центра города, а именно с улицы Артема. Мы очень давно не были уже на улице Артема. Здесь есть изменения, о которых мы вам хотим показать в этом видео. Давайте начнем. Улица Артема пересекается с улицей Николаевской. Здесь раньше ходили трамваи. Но мы сейчас с вами пройдем немножко дальше, и вы поймете, что здесь трамваев больше не будет. Потому что демонтируются трамвайные пути, и здесь будет расширяться дорога, будет несколько полос, получается по две полосы в одну сторону. Ну, насколько я предполагаю, потому что дорога сама уже будет широкая, укладываются уже бордюры. Ну, давайте меньше разговора, а ближе подойдем уже и посмотрим это все визуально. В данный момент здесь дорога перекрыта, можно проехать только по одной стороне, то есть по одной полосе. И как можно видеть, что частично уже демонтированы трамвайные пути, дальше уже поворот идет на улицу Николаевскую, и там продолжится также демонтаж этих трамвайных путей. И вот насколько широкая дорога, предполагаю, что здесь свободно будет по две полосы в каждом направлении делаться новая дорога. С одной стороны уже уложен бордюр. Это старая часть города, как историческая часть города, потому что по левой стороне от меня находятся дома сталинской постройки. Фасады домов частично уже отремонтированы. Что происходит внутри, сразу говорю, я не знаю. Внутри этих домов я не была. Но насколько я предполагаю, что ремонт внутри домов не делается. Давайте сейчас немного пройдем и посмотрим с вами на эти дома сталинские. Они очень красивые по своему дизайну, кто архитекторы их проектировал. Да, качество ремонта, конечно, не во всех домах хорошее, но видно, вот есть, что и парапеты как-то сейчас вот облущиваются. Может быть, это еще не доделано, ничего не будем говорить, но в некоторых домах, вот по крайней мере, вот с правой стороны и с левой впереди дом, довольно-таки очень симпатично смотрится этот ремонт. Они идут с лепниной, и краска фасадная подобрана, ну, так плюс-минус в один тон. Все такое беж, желтый, оранжевый, такой приглушенный оранжевый цвет. Ну, такие песочные цвета. Вот все то, что касается как морского города, Азовского побережья, нашего песчаного пляжа. Каждый дом, конечно, по-своему покрашен, краска везде разная, но они очень красиво смотрятся и гармонируют друг с другом. Вот на примере этого здания можно видеть, насколько красивая архитектура, как раньше красиво строили. Красивенные колонны посредине. Это Артема 58 дом. Напротив также красивый дом восстановлен, Артема 51. Первый этаж занят полностью коммерцией, как видите, это банковское учреждение здесь, а остальные, ну вот насколько я вижу просто по окнам, они не жилые, потому что все окна с беленькими этими меточками, то есть в квартире никто не живет. Еще один дом рядышком с Артема 58, это Артема 72. Также сталинская постройка, каждый дом по-своему уникальный. Они абсолютно все разные, они не похожи друг на друга ни цветовым решением, ни архитектурным решением. И по правой стороне от меня это все был тут частный сектор, здесь и завод был. Здесь, конечно, все разрушено. Целого здесь практически ничего, не то что практически, здесь ничего нет целого из частного сектора. Единственный вот дом стоит, сейчас мы подойдем ближе, он восстановлен, но читала за этот дом, так как вот эту всю территорию, согласно проекта, ее планируют под застройку и коттеджей, и высоток каких-то. И люди боролись вот за этот дом четырехэтажный, впереди у нас стоит. Какая его будет судьба? Ну, по крайней мере, снаружи он абсолютно восстановлен уже полностью, все, и фасад покрашен. Тоже по-своему уникальный дом, это тоже старенький, ну, как сталинский дом. И мне кажется, он здесь очень хорошо будет смотреться и гармонировать на фоне всех остальных сталинских домов. Ну вот смотри, тоже частный дом, и он да, восстановлен, и довольно-таки красиво смотрится, современно. Ближе мы подошли уже к этому дому. Посмотрите, он довольно-таки симпатичный, и, я же говорю, по-своему каждый дом уникальный.
Тоже такие колонны, посередине это лестничный, наверное, пролет, насколько я предполагаю. Окна тоже нестандартные. Предполагаем, что здесь очень высокие потолки, как минимум 3 метра. Ну, судя по вот этим белым наклейкам на окнах, здесь никто не живет. Ну, по крайней мере, хозяева, собственники этих квартир находятся в Мариуполе. Территория, как видите, огорожена здесь строительным забором. Опять же говорю, судьба неизвестна. Еще один дом здесь на улице Артема, это 82-й дом. На первом этаже, помню, раньше здесь был магазин продовольственный, и художественная школа здесь была. Очень хорошо я этот знаю дом, потому что по соседству буквально у меня жила здесь тетя. А напротив этого 82-го дома у нас уже пустырь. Раньше здесь была территория, если мне не изменяет память, это был завод «Октябрь», тут и заводоуправление было, дальше там, наверное, производственные какие-то мощности были. Но на данный момент это котлован с водой. И впереди у нас развернулось сейчас строительство нового жилого комплекса, строительство на активной фазе, установлены экраны. И рядышком еще расположился жилой такой небольшой комплекс. Это компенсационные дома люди получали по улице Кафайская. Находимся мы сейчас как раз на пересечении улицы Кафайская и улицы Артема. Здесь активное строительство, и ремонт дорог, и строительство жилых домов. Территория вся, конечно, огорожена. По направлению к жилому комплексу, где компенсационные дома находятся, остановились мы в таком месте, где прям такое поле, огромное поле маков. Сейчас у нас они очень активно цветут. Ой, они не пахнут. И они так красиво вот этими своими, такие огромные маки, прям такие пышные-пышные. И в сочетании с ирисами сиреневыми очень симпатично смотрится. Конечно, тут вместе с травой уже, а тут и белые ирисы. Но ирисы я вообще обожаю, они очень классно пахнут. Такие пахучие-пахучие. А это что за цветок? А это не знаю, Дим. Какой-то одуванчик фиолетовый. А так еще и тюльпаны. Посмотри, какие огромные, высокие тюльпаны тут. Ой, у нас в этом году вообще тюльпаны очень много было. Они очень пахнут. Рядом со строительством, новым строительством, расположился жилой комплекс, который я вам сказала, что здесь проживают люди, получившие квартиры, те, которые утратили свое жилье в ходе боевых действий. Это тоже новый такой небольшой комплекс, в основном состоит из домов трехэтажных. Люди говорят, что здесь хорошая планировка. Единственное, конечно, что здесь нет балконов ни в одной квартире. Внутри двора есть своя детская площадка, свои такие клумбы, озеленение небольшое. Возле подъезда люди уже и самодельные лавочки поставили, ну, так, чтобы было удобно посидеть. Единственное, конечно, что смотрим мы, и Дима обратил внимание на то, что здесь нет парковочных мест. То есть, наверное, когда строительство шло этих домов, не предусмотрено это было, и машины стоят просто вот на тротуарах. Как они туда заезжают, конечно, по такому высокий подъем. Ну, мне кажется, это неправильно. Далее, друзья, мы приехали по улице Артема к нашему городскому саду, который находится на улице Семенишина. Пока мы ехали, буквально несколько минут, у нас уже вышло такое активное солнце. Сейчас очень ясно после утреннего дождя. Здесь, на этом месте, когда-то был Дом пионеров. На данный момент это здание восстановленное, очень оригинальное. Если мне не изменяет память, это здание сейчас Дом творчества. Мы с вами здесь еще никогда не были, да, и мы с Димой, в принципе, здесь еще не были, просто мимо вот проезжали, когда едем на море по проспекту Металлургов. А вот именно сейчас мы хотим подойти поближе, посмотреть на это здание поближе. Подошли мы к центральному входу, Мариупольский дворец детского и юношеского творчества. Оригинально это все оформлено. Здесь есть фонтан. Фонтан еще не распаковывали после зимы. Он еще не работает. Оригинальные такие вот по бокам стоят зайцы или кролики.
Но это же дом творчества, поэтому здесь такие вот интересные арт-объекты стоят. Но здесь не только эти кролики есть. И это место, это вот такой вот арт-объект в виде павлина, который распустил свой хвост. Также на самом здании планеты, как планетарий какой-то. Мы когда проезжаем мимо, мне все кажется, что здесь планетарий. Ну так, оригинально сделали, молодцы, продумано все. Здесь очень все ухожено, красивые такие зеленые зоны есть. Интересное место. Наверное, все-таки тут есть планетарий. Дима, посмотри, вон наверху, какое-то вот белое, видишь, что-то такое круглое. Такое, как смотреть на звезды. На заднем дворе Дворца творчества расположилась такая огромная раскидистая ива. И буквально вот впереди у нас находится наш городской сад. Здесь такая парковочная зона. Я смотрю, вот останавливается очень много машин, и люди идут гулять в городской сад. Погодка хорошая сейчас к вечеру, ну и мы с вами тоже пройдем сейчас погулять в городском саду. Подходим мы уже к самой арке. Городской сад. И вот сколько мы проходим, друзья, и вот восстанавливали наш городской сад, делали новую покраску. И вот на каждом вот этом столбике, где шары эти расположились, наблюдаем такую картину, что все облущено, краска облущена. Так же, в принципе, как и на самой арке, тоже вот эти вот коричневые, где колонны эти выделены, они также все облущены. И это, скажу, не первый раз уже облущено, потому что уже один раз они вот так вот потрескались, их заново перекрасили. Ну, а теперь уже какой раз? Второй, да, или третий уже потрескались. Я уже даже не знаю. Ну и так выглядит снутри, когда мы заходим. Ну, я скажу, не только здесь, и смотровая. Везде такая покраска, которая вся облущилась. Городской сад очень хорошее место. Я неоднократно это говорила в своих видео. Очень зеленое, приятно здесь находиться. Здесь также есть фонтанчик. Он то включается, то потухает, получается, вот эти вот струи. Но приятное такое место с подсветкой фонтан. Как мы называем это, пешеходный. Здесь очень хорошо летом в детворе под водичкой побегать. Единственное, что мы вот сколько прошли территорию, и везде мы наблюдаем такую картину, что не покошено. Вот эти вот газоны все, они не скошены, и не нужно писать нам в комментариях, возьмите и сами все это покосите. Друзья, это городская территория, за эту зону отвечает администрация, то есть у нас есть своя работа, которую мы выполняем у себя на работе, а здесь, получается, зона ответственности Зеленстроя. Рядом с фонтаном расположилась и детская площадка. Опять же, все это в тени деревьев. Хорошее очень место. Кстати, здесь работает туалет. Центральная аллея городского сада. По бокам растут каштаны. Они сейчас такие высокие, и практически уже все в зелени, очень хорошую тень создает. И даже вот несмотря, что по бокам газоны не скошены, тем не менее в городском саду чистота. И здесь мы вот наблюдаем, сколько мы ходим, гуляем здесь. Очень многие ездят на вот этих вот самокатах, велосипеды, потому что их очень много стоит на входе в сам городской сад. В центре городского сада есть еще фонтан, но пока что фонтан не работает. Ну, наверное, уже запускали, потому что он расконсервирован после зимы. Нет этих пленок на светильниках. Ну, ждем, когда включат. В городском саду у нас 2 смотровые площадки, и сейчас мы подошли к одной из них. Ну, из нюансов здесь шары наши расходятся по швам. Ну, это так, чтобы далеко не ходить. Здесь лужа. Сейчас подойдем еще к одной смотровой. Тоже вот все пооблущено. Ой, солнышко вышло. Какое море, прямо аж голубое, да, красиво смотрится. Вид, конечно, замечательный. Сейчас все зелень, красота. Подходим мы ко второй смотровой площадке. Ну и также и нюансы. Это вот угол. Понятно, что это может быть и человеческий фактор. Но это уже не человеческий. Когда, да, вот эта вот штукатурка или, как его правильно, побелка отваливается. Да. Ты хочешь сказать, это человеческий фактор? Здесь точно да, нет. Кошмар. Просто кошмар.
И это уже после вверху переделки, глянь. по-моему. Глянь, что вверху. Ну, к сожалению. Но вид, тем не менее, здесь, опять же, прекрасный. На море, которое сейчас, повторюсь еще раз, в ясном солнечном свете, такое прям голубое, красивое, очень красиво. Мне очень нравится отсюда вид. Друзья, ну подошли мы сейчас к памятнику Пушка, называется. Тоже хочу показать результаты ремонта. Друзья, ну мы прекрасно понимаем, какие сейчас будут комментарии в наш адрес. Но у нас канал честный, правдивый. И хочу сказать, что это уже все у мариупольцев накипело, наболело, как это все делается. Потом 100 раз переделывается. Как людей кидают в Мариуполе на зарплаты. Это сплошь и рядом. Это уже всем надоело. И некому не пожаловаться, а если пожаловался, толку с этого никакого. Так что, друзья, показываем, как есть. В парке есть еще вот такое вот приятное место, где можно посидеть и посмотреть концерт на сцене. Здесь, кстати, проходят какие-то гуляния, когда праздники. Место очень приятное. Даже вот сейчас сижу, разговариваю, и такое впечатление, что здесь какая-то такая интересная акустика, и как-то все вот туда вот голос мой отдает. Друзья, ну на этом мы будем с вами прощаться и заканчивать это видео. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих видео.